Всем привет! У нас идет третий сезон, и сегодня стала доступна четвертая воронка времени. И сразу же первый баф, который у нас на этой неделе, это баф на 30% урона ядом. Также каждый раз, когда союзник получает лечение, у него есть 50% шанс, что одно из его ослаблений будет снято. Сразу же посмотрим рейтинг сегодняшний. У меня получилось пока что 2,5 миллиарда набить с копеечкой. Не хватает все-таки руку пятой пробуды. Вчера сделал обзор по поводу рука. Все упирается именно в его пятое пробуждение. То бишь даже не особо разница будет в уроне, что у вас будет там он второй, третий, четвертый. Ну, понятное дело, что статы повыше и так далее. Там бонусы свои, но именно пятая пробуда дает вот весь жесткий буст, делает из рука того, кем он есть. Далее идут команды уже, соответственно, ледяного взрыва. Туман мы используем такой же, в принципе, как и на ледяном взрыве я использовал. Ничего не менялось. Получается, сбор тумана у нас 1 стак за лечение и щит и 2 стака за ослабление. И рассеивание 1 стак за нанесенный урон и 2 стака за каждое усиление. Ладно, перейдем, пожалуй, к самой команде. В принципе, если у вас есть рук с артефактом, то, в принципе, на этой неделе можно попробовать побить им. Также хочу вам напомнить, что если вы еще этого не сделали, вы можете поддержать создателя контента и получить награды на свой аккаунт. Вас перекинет на веб-страницу, вам нужно будет авторизоваться, выбрать свой персонажа и ввести код создателя. Он перед вами на экране. Вы получите сразу награды при активации и дополнительные награды уже по окончанию ивента. Ивент обновляемый. Питомец у нас используется Трисим, потому что он увеличивает именно урон от зональных навыков. Голем здесь не подойдет, за исключением, если у вас, допустим, Трисим с плохими талантами, а голем с хорошими, тогда да, возможно, будет иметь смысл. Перейдем к снаряжению. Не, давайте сразу тайминги покажу, потому что многие просили именно тайминги. Много вариантов сегодня было. Код команды будет, кстати, в описании. Очень много мы пробовали, тестили и пришли к такому выводу, что именно пока что, именно сейчас, на данный момент, именно такие тайминги заходят лучше всего. У нас и Шмыгли дольше живет именно при таких таймингах. Пришлось немножко сдвинуть. Суть какая получается, сейчас все объясню. У нас пока что нету закалки вещей, поэтому очень рано умирает Висп. Ну не очень, но мы добились того, чтобы он жил как можно дольше. Получается, у нас Рейта должна ультовать примерно где-то вот здесь, чтобы ее усиление защиты задело этот боевой навык. И, соответственно, на ультимейте мы будем под... Давайте сразу на это и покажу. Мы будем находиться под щитом Филосии, под усилением Филосии. И будет усиление защиты от рейта. Вот, и, соответственно, выживаемость у нас от этого выше. Нам нужно будет, конечно, пережить данный навык. Получается, мы будем его захватывать под бафом Филосии, который она использует перед ультой. И здесь уже, если мы будем ловить Филосии дебаф, то он будет у нас здесь счищаться. И, в принципе, да, Филосия у нас будет ловить боевые, но все равно урон-то наносится по передней линии. Вот. И очень больно достается Шмыгли. Поэтому суть в том, что этот удар он будет находиться под снижением урона от Филосии. Да, дальше уже будет усиление защиты, плюс рейта нас подхилит. Вот, и, соответственно, ульту нам будет переживать легче. Повторяю, что эти тайминги именно на начало недели, когда мы еще в слабеньком шмоте, вот, чисто из-за выживаемости. Дальше там их придется уже изменить.
Собственно, экипировка и таланты. Шмыгли мы одеваем максимально в урон, который мы вообще можем ему дать. Обязательно сколько можем атаки. Шанс крита ближе к 100. Обязательно. И крит урон. Таланты мы используем вот такие. Далее у нас идет Филосия. И беру такие таланты. В принципе, с прошлой воронки ничего не менялось. Немножко сапры даем себе, так как эти навыки, в принципе, нам тут и не нужны. И вот эта подхилка. Так как мы танкуем в себя боевой навык, вот поэтому мы немножко подхиливаемся. У меня Филосия стоит до конца. По экипировке вот этот сет одеваем ей максимально просвет, сопротивление. У меня вот рунка стоит также на сопротивление. И важный момент, нам нужно собрать ускорение. Если у нас не получается собрать ускорение, то нужно будет либо менять сет на вот этот, потому что здесь дается 20 ускорения. Если даже так у нас не получается, то, к сожалению, нам придется ставить также играть в 2 сета кукольника, чтобы Филосия заливала сама себя. Ну, надеюсь, вы справитесь, так как бы в рунах можно уж как-то поймать немножко ускорения, плюс на крайняк поменять сет. Чтобы у нас было... Сейчас вам покажу, сколько. Ну, в идеале нам надо просто, чтобы было 18 секунд отката. Вот у меня получается 17,9, все, я в цикл успеваю. Все, идем дальше. Сакридея. Сакридея у меня в кукольнике. Почему так? Пробовал вариант такой, чтобы Рейта была в кукольнике, Сакридея была в мификах. В принципе, поменял вот так, дабы Рейте дать вот этот сет. Вот урон у нее не особо просел, но тем не менее у команды в общем урон вырос, потому что Рейта теперь у нас не в кукольнике, а в сете посланца. Вот также пытаемся максимально... Ну, у меня проблемы пока что с вещами, поэтому не получается сделать 100% шанса крита. Пока что как-то так вот. Сейчас руны фармлю, может повезет. Таланты используем вот такие. Да, и не забываем про точность. Потому что она у нас, получается, вешает разлом и вешает еще и вот этот дебаф. Поэтому точность обязательно держим около 300. Далее рук. Давайте сразу покажу таланты. Используем вот такие. И вернемся к снаряжению. Почему собираем так? Потому что рук у нас наносит с ультимейта истинный урон. И вот эти всякие мифики и так далее нам тут не нужны. Нам нужны именно статы. Обязательно 100% шанса крита, не меньше. Можно вот так вот чуть-чуть залезть, да, но меньше нет. Нужно именно вот максимально собрать 100. И крит урон. Также можете проигнорировать атаку, она как бы не особо ему нужна. Я даже пробовал менять броню с атаки на здоровье. Просто из-за того, что, ну, для интереса, да, проверить. Чтобы допы были такие же. Сейчас найду я ее. Была у меня тут броня на хп. Да, вот эту мы броньку ставили. И потеряв 1200 атаки, у нас урон вообще не изменился. Вот. Тем самым мы подтвердили теорию, что руку атака была не нужна. Да, он с боевого там немного бьет. Но, тем не менее, основной урон у него с ультимейта. Он расходует разъедание. И, получается, наносит чистый урон. Поэтому нам нужны именно вот такие вот статы. Чем больше крит урона, тем лучше. И, соответственно, кап на шанс крит удара. Есть еще варианты, если получится у вас собрать, то оставляем сет именно на увеличение урона. То есть, сейчас я вам покажу. Ну, либо можно одиночный сет и, к примеру, как я вам сейчас покажу. Есть мифическая вещь на усиление урона именно... Да вот она. Именно на зональные навыки. Вот если получится там с хорошими характеристиками, то бишь крит урон и шанс крит удара, то можно ее поставить. У меня такой вещи нету, поэтому я пока что
играю именно не в каком-то сете, а именно из двух частей собираю сет ради именно характеристик. Какие вопросы есть, в принципе, если не поняли, то либо в Телеграме, либо в комментариях пишите, я вам подробнее объясню. Идем дальше. У нас остается кто? Рейта. Рейте ставим рога. Пробовал разные варианты, опять-таки. В итоге мы пришли к выводу, что все-таки не атака, а чем больше у нее хп, тем лучше. Но не стоит забывать, что смотря кто вас танчит. Допустим, у меня Филосия танчит. Соответственно, я должен смотреть, сколько у нее хп. Допустим, 82 тысячи, да? Соответственно, нельзя делать выше, чем у нее. У некоторых танчит рейта. Если она у вас там с первой пробуды, к примеру, да, то, в принципе, у некоторых вытанчивает и рейта. Поэтому можно и через нее попробовать. Но я через Филосию играю, поэтому делаю здоровье чуть-чуть меньше, чем у Филосии. Остальное все в атаку. И обязательно точность. Перчатку ставлю вот такую, дабы повысить себе атаки уже в процессе боя. И сет путника. Вот, тем самым, как я уже ранее объяснял, я отказываюсь от мификов на Сакридее, ставлю ей кукольника вместо кукольника на рейте. В итоге результат по урону у меня выше. По талантам, в принципе, вот эти два это понятное дело. И тут суть в том, что я вот этот талант ставил, потому что через ледяной взрыв бил. Сейчас он мне не нужен. Так что можно, в принципе, именно в данной команде переключиться на вот этот вариант. Да, давайте так и сделаем. Ставим защиту. И, собственно, еще момент по таймингам. Почему старт такой поздний? Мы пропускаем первую фазу и переходим, получается, голова милосердия, потом опять голова милосердия, потом уже красная. Именно почему-то при такой ротации урона выходит больше, причем где-то процентов на 30. То бишь, если мы начнем стандартную ротацию, как только, так сразу, так называемую, вот, тогда получается урона меньше. Плюс немножко сдвинули, да, из-за проблем с выживаемостью, чтобы рейд цепляла и второй боевой, и ульту, мне пришлось немножко сдвинуть еще на секунду наших ДДшников, чтобы баф от питомца также рейта продляла. Сейчас мы покажем, как проходит бой. Получается, сейчас стаки тумана у нас туда-сюда бегают. Но для перехода на сразу красный у нас не хватило тумана. Точнее, был чуть-чуть переизбыток. Это, как я уже объяснил, намеренно сделано. Мы сдвинули наших ДДшников. Вот. И получается, Филосия ультует, и стаков все-таки было больше, чем нужно. Это таки нужно. Это все мы специально так сделали. Получается, на красную голову мы перешли чуть-чуть позже. Опять-таки, не знаю почему, но именно так урона получается больше. Также обратите внимание, что вот наши 2 ДД наносят урон. И вот здесь отображается процент от их урона, который переходит в разъедание. Вот эти стаки, которые на руке сейчас, вот 4, они с каждым использованием ульты будут расти. Вплоть до 10. И только тогда, когда рук достигнет 10 стаков, его урон начнет расти. Почему так происходит? Потому что при нанесении урона ультой, смотрите, опа, видели, было 1,7, он отсюда взял разъедание и использовал. То бишь он берет оттуда и расходует его для нанесения урона ультимативным навыком. Но после того, как он достигнет 10 стаков, урона, именно вот этот запас разъедания, он перестанет расходоваться и будет только расти. То есть вот эти двое будут стакать нам разъедание. Рук будет после этого каждый раз бить, и каждый раз его ульта будет наносить все больше и больше урона.
Но до 10 стака он будет все время расходовать. А время-то идет, и получается где-то 3,5 минуты, даже 4 минуты требуется на то, чтобы рук начал разгоняться. Именно поэтому вот все его пробуды, даже вот у меня сейчас 4-я, да, этого недостаточно, чтобы рук стал тем самым руком, каким он был раньше. Чтобы рук был руком, таким, как мы его привыкли видеть, нужна именно 5-е пробуждение. Вот. Благодаря ему он разгоняется, ну, образно говоря, не за 4 минуты, а за одну. И опять-таки про 4 это, наверное, преувеличил, потому что... Ой, нет, преуменьшил. Ну, сейчас будет время 3:30, да? Пока что еще цифры не те, которые будут дальше. Вот сейчас он до сих пор еще все разгоняется. И где-то на 3-й минуте до конца, то бишь спустя 4,5 минуты, вот сейчас будет ульта, вот где-то, наверное, следующая только начнет уже нормально дамажить. Вот. А время-то осталось у нас всего лишь 3 минуты до конца боя. В этом вся и проблема. И получается на этой неделе, вот, только за счет того, что на воронке времени сейчас баф на яд, только за счет этого получается рукам без 5-й пробуды перегнать ледяной взрыв. Если бы не этот баф, то ничего бы не получилось. Поэтому, опять-таки, уже говорил, тем же вот новичкам, либо FTP игрокам, которые, ну, знают свои возможности, да, и осознают, что для них будет довольно-таки проблематично или даже нереально выбить рука 7 раз, к примеру, да, чтобы он у нас был просто в наличии, потом с артефактом и еще 5 пробуд сверху. Может быть, там ветеранам, да, это как-то чуть-чуть проще будет, но опять-таки не у всех он вообще был даже. Вот, поэтому весьма спорный такой вопрос. Я бы советовал все-таки тогда вкладываться в билдель, потому что рук без 5-й пробуды на слияние, допустим, урона мы от него не дождемся. Потому что сами видели по времени, да, вот босс на слияние, допустим, 5 минут мы его бьем, а рук разгоняется только 4,5. Соответственно, за 30 секунд мы никакого урона на боссах не нанесем. Соответственно, выгоднее вложиться тогда в каких-то либо других персонажей, либо, как я уже сказал, уже делать упор на билдель. Потому что билдель, в отличие от рука, мы можем в начале сезона взять ее в самый первый день, и вплоть до самого последнего дня она у нас будет помогать. Кстати, вот видите, да? 30 секунд до конца, и Шмыгли у нас уже умер. Опять-таки из-за того, что экипировка фиговая, не хватает проточки, да, вот рано он умирает. Так, ну в данном трае у нас получилось 2 400 нанести. Ну, до этого я наносила больше, но тем не менее. Также рандомность заключается еще в чем? Сейчас я вам тоже объясню. Получается, Сакридея, у нее ульта это двойной удар, да? И шанс наложения у останков ведьмы 60%. То есть обратили внимание, что она не каждый свой ультимейт накладывает штраф к защите. Получается где-то, ну, из 3 раз, может быть, 2. Бывает вообще, ну, 1-1 вот так вот идет. Раз наложила, 2 не наложила, там, раз наложила, потом на следующий наложила, потом опять не наложила, вот так вот. Может 3 раза подряд вообще штраф к защите не наложить. Конкретно руку, как бы все равно, да? Ему неважно, есть там ослабление вот это или нет, он наносит чистый урон. Но сама Сакридея и Шмыгли, они наносят прямой урон. Соответственно, если нет штрафа к защите, то урона наносится меньше. Соответственно, разъедания мы накладываем тоже меньше. Поэтому именно вот эта рандомность тоже важную роль играет. И как-то проблемно, да, выходит именно из-за того, что просто двойной удар. В принципе, на этом все. У кого какие вопросы есть, пишите в комментариях.
либо в телеграм-канале, спрашивайте. Всем спасибо за просмотр. Подписываемся на канал. До скорых встреч. Всем пока.